Он долгое время молчал, наблюдая, как власть меняет облик, но сохраняет суть. Те, кто пришел к руководству под лозунгами борьбы с коррупцией и реформ, в итоге превратились в новых владельцев страны. Народ продолжал терпеть, ожидая обещанных улучшений, но ситуация лишь ухудшалась. Намозов был не просто наблюдателем. Он видел все изнутри, знал, как принимаются решения, как распределяются бюджеты, кто получает контракты и на каких условиях. Он понимал, что у системы нет намерений что-то менять, потому что ее главная цель — сохранять контроль, подавлять недовольных и удерживать власть любой ценой. Что заставило его выступить против власти? Он мог бы промолчать, как это делали многие до него. Он мог бы уйти в тень, обеспечив себе безопасность. Но точка кипения была достигнута. Намозов понял, что дальше молчать значит становиться соучастником. В стране усиливались репрессии против любого, кто осмеливался говорить правду. Аресты чиновников преподносились как борьба с коррупцией, но на деле это были просто чистки, одних убирали, чтобы другие могли беспрепятственно укреплять свою власть. Люди перестали чувствовать себя защищенными. Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне, ни предприниматели, которых душили налогами, ни простые рабочие, вынужденные работать за копейки, ни даже сами чиновники, которые в любой момент могли стать следующими жертвами политической игры. Он видел, как разворовываются ресурсы страны. Как государственные тендеры выигрывают только те компании, которые связаны с нужными людьми. Как бюджетные деньги оседают в карманах избранных, а остальным остаются только рассказы о великих достижениях. Он видел, что экономика не развивается, она создает иллюзию роста, пока народ беднеет. Цены растут, кредиты становятся единственным способом выживания, социальные лифты закрываются. Молодежь не видит будущего в стране и уезжает. Он знал, что никакой реальной борьбы с коррупцией нет. Есть только борьба за власть. Какие проблемы он поднял? В своем выступлении он затронул 3 главные темы. Коррупция, которая не исчезла, а лишь сменила лица. Когда Мирзиёев пришел к власти, он объявил войну коррупции. Но спустя годы стало ясно, эта борьба превратилась в инструмент зачистки неугодных. Тех, кто раньше контролировал потоки денег, убрали, но на их место пришли другие. Игра осталась той же, сменились лишь игроки. Государственные контракты распределяются среди приближенных. Миллионы бюджетных денег уходят в тень. Люди, которые действительно могли бы изменить систему, либо выдавлены из нее, либо запуганы. Экономика работает только для избранных. Если верить официальной статистике, в стране идет рост, развивается промышленность, привлекаются иностранные инвестиции. Но где результаты? Почему этот рост не отражается на уровне жизни обычных людей? Бедные становятся беднее, богатые еще богаче. Малый бизнес вынужден выживать в условиях, где любое нарушение становится поводом для рейдерского захвата. Люди берут кредиты на еду, а чиновники покупают виллы за границей. В стране больше нельзя говорить правду. Каждый, кто осмеливается задать неудобные вопросы, автоматически становится врагом власти. СМИ контролируются, журналистов запугивают, активистов сажают. Люди боятся обсуждать проблемы даже в собственных семьях. Намозов понимал, что его слова могут стать последними. Он знал, что за такую правду в этой стране можно заплатить слишком высокую цену. Но он также знал, что молчание — это путь в пропасть. Почему его слова опасны для системы? Потому что они подрывают ее главный фундамент — страх. Власть держится не на доверии народа, а на его молчании. Люди не верят обещаниям, но боятся открыто выступить против них. Намозов сломал этот страх. Он показал, что можно говорить, что можно называть вещи своими именами.
Теперь у власти есть только два выхода: либо полностью уничтожить его как фигуру, либо признать, что страна действительно стоит на краю. Но выбор уже сделан. Теперь остается только ждать удара в ответ. Теперь переходим ко второму блоку: реакция власти, что сказал президент и какие шаги последовали. Реакция власти, что сказал президент и какие шаги последовали. Власть всегда действует по одной схеме: когда кто-то осмеливается сказать правду, либо его игнорируют, либо уничтожают. В случае с Намазовым просто молчать было невозможно. Он не блогер и не случайный человек с улицы, которого можно выставить сумасшедшим. Он человек системы, знающий ее изнутри, и именно это делает его опасным. Мирзиёев промолчал или ответил? Первой реакцией было показное молчание. Официальные СМИ не дали ни одного прямого комментария, а государственные телеканалы вели себя так, будто ничего не произошло. Но за кулисами началась работа. Через несколько дней после выступления Намозова президент выступил на одном из официальных мероприятий, где косвенно ответил на его слова. Какие были ключевые заявления? Некоторые силы пытаются манипулировать общественным мнением. Этот прием используется постоянно. Когда звучит неудобная правда, власть пытается представить ее как ложь, выдумку или попытку врагов дестабилизировать ситуацию. Намозова пытались превратить в человека, который нагнетает ради своих интересов. Мы ведем борьбу с коррупцией, но не потерпим популизма. Если бы борьба с коррупцией была реальной, то люди увидели бы ее результаты. Но власть использует ее как инструмент давления на неугодных. Под эту борьбу попадают те, кто перестал быть полезным. Самые большие схемы продолжают работать, просто теперь они контролируются другими людьми. Любая критика должна быть конструктивной. Когда нет аргументов, власть требует предлагать решения. Но как можно предложить решение, если вся система держится на том, чтобы эти проблемы не решались? Как власть попыталась дискредитировать Намозова? После этого заявления началась настоящая зачистка. Намозова решили не атаковать напрямую, но начали подрывать его репутацию. Вбросы в СМИ. Государственные медиа начали кампанию по дискредитации тех, кто критикует, но не предлагает решений. Статьи не упоминали Намозова прямо, но их посыл был ясен: в стране есть те, кто хочет раскачать лодку. Налоговые проверки и давление на бизнес. Компании, связанные с ним и его окружением, внезапно оказались под пристальным вниманием налоговых служб. Бизнесмены, которые раньше работали с ним, начали дистанцироваться слишком опасно. Запугивание через окружение. Некоторые его бывшие коллеги внезапно начали давать осторожные комментарии: власть, конечно, не идеальна, но реформы идут, и нам нужно время. Это не их слова, это страх. Им дали понять, что если они не дистанцируются от Намозова, то могут стать следующими. Началось давление или его пока просто предупредили? Это было именно предупреждение. Ему дали понять, что если он не остановится, последствия будут серьезными. Но проблема в том, что остановиться он уже не может. Его слова услышали. Его критику подхватили. Теперь он стал символом недовольства. Если бы он промолчал, власть могла бы постепенно его затереть. Но теперь у нее нет выбора: или его уничтожить, или допустить, что он станет лидером оппозиции. Какие варианты есть у власти? Попытаться сломить его через угрозы и давление. Обычная схема обвинения, финансовые проверки, подкуп, компромат. Дискредитировать и сделать из него врага народа. Если он продолжит, его могут обвинить в связях с внешними врагами,
в подрыве стабильности, в работе против интересов государства. Пустить в ход силовые методы. Арест, уголовное дело, полное уничтожение репутации. Но есть один риск: слишком агрессивное давление может сделать его еще популярнее. Теперь переходим к третьему блоку: последствия, что будет дальше. Власть не может позволить, чтобы такой человек, как Номозов, остался на свободе и продолжал говорить. Это угроза не просто для отдельных чиновников, а для всей системы. Если общество увидит, что можно открыто выступать против власти и при этом не оказаться за решеткой, это станет началом конца. Но и действовать прямо они не могут. Открытый арест сделает его символом борьбы, а власть боится повторения сценариев других стран, где репрессии приводили к массовому протестному движению. Может ли это перерасти в политический кризис? Если ситуация выйдет из-под контроля, и если власть начнет действовать слишком жестко, а народ увидит в Номозове лидера, это может стать точкой невозврата. Люди устали от обещаний. Они устали от того, что их проблемы игнорируют. Они устали бояться. И если эта усталость перерастет в открытое недовольство, никакие репрессии уже не помогут. Но главный вопрос остается открытым: готов ли сам Номозов пойти до конца? Или он предпочтет сделку с системой ради своей безопасности? Теперь все зависит только от него.